Давайте покажу, как можно заригать гусеницы танка. Один из способов. Смотрите, вот у меня есть такая модель гусениц. В данном случае здесь это все дело соединено в один mesh. Но я покажу, как оно будет работать, если оно соединено. И мы потом также разъединим, посмотрим, как оно работает в разъединенном варианте. Значит, будем мы использовать для нашей задачи Attach to Motion Pass. Поэтому нам, соответственно, нужно для всего этого дела создать набор джойнтов. И создать их можно, конечно, и меньше, чем всего здесь траков. Но давайте, наверное, создадим тот набор джойнтов, который в данном случае соответствует количеству траков в танке. Я сейчас быстро все это дело создам. Значит, набор джойнтов создан. Давайте теперь для нашего будущего Motion Pass создадим кривую. Потому что если, например, мы не будем создавать вручную, а выберем автоматическое создание Motion Pass кривой, то он там создаст какой-то определенный набор CV, и, скорее всего, у нас сейчас все эти джойнты прыгнут довольно сильно. Поэтому давайте скроем mesh, чтобы он не мешал при создании кривой. Давайте создадим кривую. Так, теперь все это дело создано. Теперь смотрите, основной момент. Давайте я сейчас сопоставлю все это дело, а потом покажу основной момент. Наша кривая. Я наоборот лучше, наверное, вот так сделать. Лучше сюда mesh подвинуть, ну, чтобы он был в нулях. И зафризим. Так, все на местах. Вот, смотрите, какой основной момент. Давайте я сейчас все это дело приделаю, и вы посмотрите, как оно будет работать. Откроем Motion Pass. Панель заранее. Значит, вот у нас первый joint. Ну, там кривая тоже. Давайте выберем... вернее, да. Нам-то для начала нужно... Не Motion Pass. Нам для начала нужно EK сделать. EK Spline. Я немножко перепутал. Думаю, суть это не меняет. Значит, EK Spline. Значит, здесь отключается... Мы тоже будем использовать Motion Pass, просто чуть позже. Здесь у нас отключается AutoCreate Curve. Мы уже ее создали. Выбираем первый joint. Так, только надо попасть именно в первый joint. Так, наверное, не хочет он попадать. Попробуем здесь. Первый joint. Не знаю, получится ли так. Значит, наверное, немножко... Сейчас немножко отдалим крайний joint, чтобы хоть можно было выделять. Хоть как-то. Или знаете, как мы можем его даже сделать просто больше. Ну, так, например. Так точно будет видно. Так, ну и давайте заново, значит, create EK. Раз, два. И теперь он предлагает последний выберить нашу кривую. Все это дело создано. Закроем этот набор костей. И сейчас покажу, как он работает. Значит, заходим в нашу EK Handle ноду. И находим здесь в EK Handle ноде. У вас будет вот так свернуто. EK Solver Attributes. И тут есть у нас всякие роллы, твисты. Нам нужно offset. Ну, про роллы и твисты я уже рассказывал в другом видео. Скину вам там в описании. Можем мы видеть, как оно работает. То есть джойнты двигаются по кривой. Смотрите, кривая... Это у нас NURBS-овая кривая. Если перейти в разделы NURBS, там где кривые и Surface, то она может... Ну, это немножко другой тип моделирования, математический. Я не буду, наверное, про него рассказывать, потому что он... сегодня он крайне непопулярный и мало кто им пользуется.
Раньше это использовалось для создания ювелирки, автомобилей и так далее. Есть такая программа Rhino, там такой тип моделирования. Но сейчас не про это. Значит, нам нужно в разделе Curves, здесь есть такая вещь, как Open Close. Что это значит? Это значит, что у нас будет кривая открытая или закрытая. То есть у нас, например, представьте, вы создали круг из кривой. Но кривая, она же имеет начало и конец. То есть ее параметризация там от нуля до какого-то значения, до единицы или там еще до чего-то. Ну и вот эта вещь, она как бы ее делает замкнутой или разомкнутой. И вот смотрите, если она у вас создастся разомкнутой, смотрите, что будет. Значит, анимируем офсетом. Вот, анимируем офсетом, и я сейчас ее... Она была, получается, похоже, что открыта. Я ее закрыл, и сейчас я заново нажал, открыл. И мы можем видеть, что происходит. Тут такая вещь. То есть кривая у нас... Ну, то есть как бы в данном случае вот она как бы разомкнута. Ну и, соответственно, наше это все дело работает не очень правильно. Поэтому ее нужно закрыть. То есть сделать open close. Но она у нас, скорее всего, была уже закрыта, поэтому давайте просто здесь вот какие-то искажения пошли. Это нужно, конечно же, все дело исправить, потому что длина кривой будет отличаться. Ну, давайте просто отмотаем. Она у нас, скорее всего, была закрыта, поэтому сделаем вот так. Ну, просто я показал это для того, чтобы вы имели в виду, что такое может случиться и как это исправить. А это, скорее всего, очень с большой долей вероятности может случиться. Вот. Но так как здесь все работает, можем оставить как есть. В 0 поставим. Окей. Давайте теперь разанхайдим наш mesh. И что сделаем? Да просто прискинем. Bind skin. И теперь посмотрим, что будет. Вот. Здесь уже можем видеть, что что-то происходит. То есть трак уже по сути работает. Но мы можем видеть, вот здесь есть некие искажения. Это в том месте, где трак... Эти искажения в том месте, где у трака был как бы вот изгиб. Вот. И, соответственно, дальше вот эти изогнутые траки, они дальше туда начинают двигаться, ну и мы видим это как искажение. Смотрите, как можно, в принципе, решить эту проблему. Можно, конечно, попробовать там с кином чуть-чуть повозиться, может домоделить вручную, но на самом деле можно попробовать просто сделать все эти траки с нуля. То есть давайте unbindим и просто выберем какой-то из траков, допустим, существующих, какой-то, который, ну, например, вот этот, который самый ровный, центральный. Просто выделим его и скопируем. Так, надо фильтр убрать по костям. Еще раз. Выделим. Вот. И сейчас мы его скопируем себе. Так, вот весь кусок. Сделаем через Select Inverse инверсное выделение. Все остальное удалим. Не будем копировать, просто удалим. Вот. И что теперь? Теперь нужно все это дело, чтобы оно из вот одного вот этого куска получилось, ну, получилось много кусков. Давайте пока здесь все сделаем. Сделаем, чтобы центр пивот у нас был нормально. Обрезаем все трансформейшены. Вот. И пока что, значит, пивот нужно, чтобы был вот здесь, в джойнте. Ну, желательно. Чтобы трак вокруг джойнта вращался. Иначе при назначении Attach to Motion Pass у нас все туда дело это прыгнет. И траки сместятся. Могут сместиться. Окей. Давайте теперь назначим его как... Attach to Motion Pass, и я потом покажу, зачем. Вот у нас есть кривая. И мы можем нажать Attach to Motion Pass. Ну и вот он там как-то себе прыгнуло. Ну, теперь нужно его ориентацию поправить. Иначе, если это не поправить, он будет ездить вот в таком положении. Для начала попробуем поменять вот эти режимы. То есть здесь... куда смотрит, куда его
направление как бы его. То есть у нас он, значит, YZ должен смотреть вперед, а вот это дело мы поменяем. Так, смотрите, вот оно так стало. Давайте посмотрим, потому что не факт, что оно будет правильно работать. Да, вот смотрите, при повороте, вот здесь, где поворот, оно на 180 градусов разворачивается. Это надо исправить. Ну, скорее всего, надо попробовать поменять World Up вектор. Попробуем вместо Y вот здесь поставить X. Ну, а здесь тогда, конечно же, нам придется поменять. Скорее всего, значит, Z останется. Скорее всего, вот здесь нужно будет поменять. Давайте посмотрим, что изменится. Вот теперь он правильно работает. Ну, в случае, если вы, например, у вас будет другая ориентация, например, вы всю эту систему будете по другой оси моделировать, то тогда здесь просто поиграйтесь с векторами и найдете вариант, когда это все дело прыгнет правильно. Ладно, дальше. Смотрите, для того, чтобы все это дело размножить, есть такая команда интересная. Находится, по-моему, в Animation. Да, и здесь есть Visualize. Называется Create Animation Snapshot. Что он делает? Он создает по всей длине вот этой вот нашей Touch to Motion Pass, он создает копии в каждом кадре, там практически, в каждом кадре он создает копии вот этого трака. Если мы сейчас просто нажмем, он просто создал там какой-то 10 штук этих копий, потому что здесь в настройках у нас стоит 10. Он там как-то создал 10 штук. Давайте, как нам понять, сколько нам вообще требуется? Да, очень просто. Нужно понять, сколько мы джойнтов создали и сделать столько же. Вот, у нас 65 джойнтов. Ну, давайте столько же сделаем и траков, чтобы каждому джойнту был присвоен свой трак. Соответственно, здесь цифра 65. Ну и делаем снапшот. Вот, ну теперь оно куда-то улетело. Давайте зайдем в кривую и теперь откроем граф-эдитор. Да, но только перед тем, как открыть, нужно скорее Motion Pass ноду выделить. Select. Вот, и теперь мы можем видеть кривую нашу. Значит, что вот это значит? То есть это кривой нашей Motion Pass. То есть это что означает? Что в начале, вот если запустить анимацию, там не видно, к сожалению. Давайте конец глянем. Вот анимация в середине, она будет быстро двигаться. Вот быстро-быстро, потом замедляется плавно, а потом опять плавно разгоняется. Нам такое не надо. Нам нужно просто линейная интерполяция, чтобы всегда на одной скорости это все двигалось. Вот, вы только что видели, что оно здесь что-то даже прыгнуло. Вот я когда меняю, оно прыгает. Вот, но смотрите, что здесь можно еще сделать. Если мы, например, будем менять длину анимации, то, соответственно, у нас количество кадров на этой длине уменьшается, соответственно, у нас будет и количество уменьшаться вот этих наших созданных траков, и они будут правильно распространяться по всей длине. Вот, ну, насколько я помню, здесь у нас, по-моему, 65. Ну, давайте попробуем 65 выставить и посмотрим, что будет. Ну, вроде теперь ровно. И так, значит, и оставим. То есть это нам нужно для того, чтобы, просто чтобы размножить. Ну, и вот вы можете видеть здесь, закрою, здесь создалось у нас такое снапшот групп. Давайте просто отсюда это все дело скопируем. Ctrl-D, Shift-P, достанем просто из иерархии, удалим историю. И просто это дело удалим, нам это больше не понадобится. Вот. И теперь основной трак, сорсный, вот он, с которого мы все это дело брали, ну его можно просто удалить, он нам уже не нужен. Вот, теперь у нас, кстати, тут лишние есть траки, сейчас глянем. Да, все, уже лишних траков нет. Вот. И, ну, можно на самом деле пивоты всем им кинуть в центр пивот. Сейчас уже, ну, конечно, нам уже сейчас не нужны. Не нужно, чтобы пивот был там именно прям точно в костях. Почему? Потому что мы сейчас уже будем это все дело прискинивать. Так, вот у нас джойнты, набор джойнтов. Ну, давайте вначале выделим все эти куски. Выделим джойнты и создадим скин. Все, скин создался. Теперь давайте посмотрим, как работает. Вот. Работает, но опять же, есть до сих пор искажения, но такие искажения уже можно попробовать поправить с помощью скина. То есть вот здесь просто заходите, находите joint, который отвечает за это, и просто там добавляете единицу. Я сейчас не хочу добавлять, у меня пару раз вылетала майя из-за этого, поэтому не хочу сейчас, чтобы в записи она вылетела. Но вы можете это сделать, и это не сложно. Просто в данном случае оно будет работать именно так, как вы подзаскинете.
Вот, давайте теперь еще что сделаем. Ну, то есть, давайте покажу, что здесь можно сделать. Значит, можно здесь просто проанимировать. Можно сюда, например, создать expression и сказать, что, например, вот это у нас дело, оно у нас будет вращаться в зависимости от времени. Ну, time — это вот таймлайн. Создал expression, и вот оно медленно вращается. То есть в зависимости от количества кадров. Там, если вы, например, 500 кадров здесь сделаете, ну, оно будет дальше вот так вращаться. Чтобы это ускорить, можно здесь expression просто ноду time умножить на 4, например. Ну, и оно будет быстрее работать в 4 раза. По сути, он просто берет вот эти значения и добавляет их сюда, сдвигает на значение времени, на значение каждого кадра. Вот. Давайте, ну, пока пусть тут так оно повисит, давайте, смотрите, что еще могу показать. Есть у нас здесь вот такие колесики. Их тоже можно задействовать. Почему? Потому что у нас то есть, вы же помните, у нас есть у кривой control vertex, да? Соответственно, мы можем сделать такую ситуацию, как бы, когда, например, танк на что-то наезжает, то колесики приподнимаются и тянут за собой эту кривую. В некоторых видео я показывал, да и с собакой тоже, показывал, как можно работать с кривой через кластера. Ну, давайте просто создадим кластера. Например, ну, давайте посмотрим, как лучше. Например, если вот так, это маловато. Думаю, так тоже маловато. Можно вообще 3 кластера. Ну, вот думаю, вот это можно пока что использовать. Можно, конечно, и 3 кластера создать, но тогда вы не сможете вращать. Зайдем в Deform, создадим кластер. Он создался. Все, он теперь тянет за собой. Соответственно, мы можем просто его к колесу, ну, сделать тут свой контрол. Ну, сделать контрол, который будет, давайте сделаем, который будет сразу и вращать колесо, ну, и работать с ним. Создадим круг. Сейчас я его более-менее размещу здесь. Приснепиться не получится, потому что нет центрального этого. Вот так на глаз. Так, достаточно. Ну и дублирую и сюда то же самое. Тоже зафризим. Ну и давайте цвет им поменяем. Тут, правда, цвет одновременно им не поменяешь без скрипта. Оврайды. Ну, по очереди можно. Раз. И теперь этому. Вот. Я не буду сюда создавать joint, просто так напрямую припэренчу, я думаю, в этом нет смысла. Вот. И то есть он у нас будет вот крутиться, но также у нас будет управлять кластером. Point. Ну, даже, наверное, parent. Пусть будет parent. Но мы же будем... Хотя нет, это точно point. Это ж перемещение. Все, то есть теперь, когда колесо подпрыгивает, оно вот за собой тянет всю эту систему, как подвеска в автомобиле. Ну и давайте уже, мы не будем на все делать, я думаю, тут принцип понятен. Давайте то же самое сделаем для соседнего. Тоже вот 3 джойнта, deform, кластера. Кстати, надо будет как-то создать видео, пробежаться по всем нелинейным деформаторам и по всем деформаторам, чтобы показать. Это довольно интересная тема, здесь много чего полезного. Это если будет желание, то пишите, расскажу. Так, ну и этот кластер тоже, point. Все, теперь, когда мы, там, например, танк катится, вращаются колеса, если он наезжает на какую-то кочку, ну, вначале будет срабатывать это колесо, потом то будет опускаться, будет срабатывать это колесо. Вот, и дальше таким образом оно будет работать. Тут есть некие растяжения, ну, не обращайте внимания. На самом деле эти растяжения можно побороть таким образом, когда, например, у нас будут приподниматься эти колеса, то вот здесь сделать провисающие гусеницы, ну и, соответственно, когда колеса поднимаются, вот здесь гусеница вверху натягивается. Ну, просто обычно как бы работа по физике. Сейчас покажу как. То есть вот у нас есть кривая, там есть какой-то набор этих вертексов. Можно сюда создать кластер.
И видите, он тянет за собой довольно жестко. Но кластер, на самом деле, влияние кластера можно контролировать. Например, если мы выделим вот все наши контролсы, которые мы на кластер добавили, можно зайти в Windows, это у нас компонент Editor, и здесь можно... Вот, здесь Weighted Deformer. Здесь можно поменять веса для каждого Control Vertex, насколько будет происходить влияние кластером на него. Не уверен, что сейчас будет работать. Нужен, возможно, второй кластер, чтобы между ними распределять веса. Ну, давайте попробуем. Ну да, видите, работает. То есть здесь 0,5 значение, например, здесь будет 0,75 значение. Так, здесь было. Вот здесь 0,75. Вот о таких вещах мало кто знает. И думаю, очень полезно будет, если запомните это. Вот, ну то есть можно больше это все дело, конечно, подобавлять, вот эти все точки добавить и плавно все распределить. То есть когда, например, там представьте, что изначально будет вот так у вас, ну, конечно, вместе вот со всеми остальными Control Vertex'ами у вас изначально будет так, но, например, представьте, мы сделаем такую вещь, когда вот это колесо поднимается, то вот здесь это все дело натягивается. То есть можно, например, на этот кластер кинуть point constraint и с этого колеса тоже кинуть point constraint. То есть два point constraint на один кластер, и оно будет между ними просто 50 на 50 распределяться. Соответственно, когда будете здесь поднимать, там будет чуть-чуть натягиваться, и здесь чуть-чуть натягиваться. И представляете, если, например, на все колеса это распределить, то есть сейчас оно довольно грубо передается, видите, довольно сильно. То есть это можно все плавно настроить, чтобы распределить веса на все колеса, чтобы каждое колесико по чуть-чуть приподнимало кластер. Вот, и, ну, давайте чисто для примера я быстро понакидываю. Сюда point с этого колеса. Point тоже. Вот, теперь каждое, видите, каждое колесо, оно будет по чуть-чуть всего лишь влиять. Ну, соответственно, когда у нас будет, то есть это все дело настроить, когда у нас каждое колесо будет наезжать на кочку, вся эта гусеница, она будет растягиваться равномерно, если все это дело настроить. Можно еще здесь настроить даже вращение вот этого колеса, насколько оно там будет это все дело отрабатывать. Вот. По поводу вращений колес. Можно просто, например, вот у нас есть нода, которая отвечает за движение вот offset, за движение трака. Но можно, например, что сделать? Можно сделать... Да можно это экспрессионом сделать. Например, давайте, значит, запомним вот этот параметр, которым мы работали, вот handle offset. И зайдем теперь, например, вот сюда, в колесо. Посмотрим, у нас идет вращение по rotatex. Зайдем просто rotatex, создадим expression и скажем, что... Так, значит, скопируем сюда вот то вот скопируем значение, потом скажем, что вот этот NURB circle 1, rotate x, будет приравниваться, ну, это такой скриптинг простой очень, приравниваться, например, ну, давайте для начала этому значению, посмотрим, в какую сторону будет вращаться и насколько. Вот, на 0,33 всего лишь, умножить на 100. Вот, на 13, то есть на 13 градусов. Ну, соответственно, когда... будет вращаться, только оно сейчас немного не в ту сторону, значит, надо на минус 100. То есть минус на минус дает плюс. Вот. И надо ослабить. Минус 50. Да попробую минус 40. Не, минус там 55. Вот. Ну и точно так же это... скопируем, точно так же это делается и для этого колеса. Create new expression, сюда это дело копируем, только вместо этого названия копируем сюда это название. Точно так же. Вот. То есть теперь у вас остается, например, отрабатывать только кочки. Вот. Но это тоже можно на самом деле автоматизировать. Вот. Ну, думаю, с этими колесами тут понятно. Тут все аналогично происходит. То есть у нас идет вращение по оси X. Давайте-ка скопируем, только вместо этого имени. Так, скопируем. Не скопировал. Вот это отсюда скопируем, вот сюда. Просто вместо вот этого имени подставим
Так, rotate x. Еще раз. То позбивал все. Копируем. Вот. И просто вместо вот этого rotate x поставим вот этот rotate x. Ну вот. Ну, там-то только что на dataTime глюкануло. Опять здесь надо не минус 55, а минус 40 там, скорее всего. В зависимости от диаметра можно выставить нужную скорость вращения. Вот, ну, то же самое, я думаю, понятно по аналогии и с этим колесом. Тоже меняем имя просто. Это обычная математика, 3 класс, здесь ничего сложного. Вот и все. Я думаю, с нодой time, там не обязательно именно ноду time использовать. Сюда можете все что угодно. Можете, например, сделать в зависимости от перемещения. Вот, например, если у нас есть какой-то контроллер, который контролирует эту всю гусеницу, там, например, можете сказать, что в зависимости от перемещения всего этого дела, я не буду там долго сейчас, не буду долго делать риг, например, значит, это нам надо достать. Mesh, наверное, кластера тоже надо будет достать. Смотрите, по поводу того, чтобы... Сейчас, как я уже сказал, быстро покажу по поводу перемещения. Смотрите, когда вы работаете с кластерами, бывает такая ситуация очень часто, когда происходят двойные трансформации при транслейтах или при ротейтах соответственно. Поэтому здесь у нас каждый кластер, он бывает автоматически, ну, бывает, может, вы сами можете. Создаются именно группы для них. То есть здесь вот, например, это наш constraint, который мы использовали для колес, ну и не только для колес. То есть это именно constraint, он отрабатывает вот колеса. Но есть еще группа, мы можем, чтобы двигать кластер за всей конструкцией, мы можем использовать группу. Ну, я здесь немножко поперекидывал уже иерархию. Вот как сейчас в данный момент это выглядит. Значит, наши траки находятся в отдельной группе, чтобы они не мешали, я их скрыл. Вот, и здесь я добавил в группу, ну, здесь у нас есть колеса, которые не нужно добавлять в группу, потому что контролы этих колес уже находятся в группе. Но, тем не менее, если эту группу двигать, то вот происходят вот такие вот искажения. Ну, мы можем просто, например, сказать этой группе, сказать группам кластеров, что следуйте за нами через parent constraint. Раз, здесь тоже 2, и здесь тоже 3. И смотрите, что сейчас получится. Искажения будут все равно. Ну, не у всех, правда, это в зависимости, сейчас покажу от чего. Значит, тут у нас все дело посоздавалось, у нас 2 кластера. У кластеров есть очень много настроек, аж одна, называется relative. Если вот ставить эти галочки вот здесь, например, и, ну, кластера работает, бывает как единое целое, бывает, что если в одном месте уберешь галочку, в другом они тоже там уберутся. Надо вот это дело все вот так вот постоянно проверять. Ну вот видите, здесь, например, есть. Вот, и теперь, когда мы эту галочку поставили, вот, смотрите, теперь кластера двигаются именно за ригом туда, куда нам нужно. Вот. Ну и, соответственно, вот эта штука тоже отрабатывает наши колеса. Теперь, как я уже сказал, по поводу нашего EK-хендла, давайте отсюда удалим эту ноду time. Просто delete expression в 0 в объем. Вот. Ну и теперь, как я уже сказал, использовать будем вот этот control. Сразу же этот control кинем на группу через constraint. То есть вот теперь во все стороны эта вся конструкция может крутиться. И давайте просто скажем, что когда, например, происходит перемещение вот этого контрола вперед, то у нашего EK-хендла вот здесь происходят какие-то перемещения. Давайте можем это тоже сделать, чтобы уже к driving key не прыгать. Можем это сделать экспрессионом. Значит, нам надо название нашего NURBS Circle 3. Заходим в Create Expression. Скопируем NURBS Circle 3, чтобы не потерялся. И копируем название и атрибута из самого EK-хендла.
И говорим, что, например, ну, там, например, умножить на 10. Я сейчас пока точно не знаю, какие тут значения будут хорошими. Так, что-то не создается, значит, что-то не то. Конечно же, NARP Circle 3 у нас здесь Translate Z. Придется, похоже, что заново создавать. Значит, NARP Circle 3. Translate Z. Забыли Translate Z сделать. Скопируем, что у нас там было. Так, нет. Скопируем еще раз. Зайдем, создадим заново. NARP Circle 3. Translate Z. И умножить на 10. Ну, чтобы сразу было все видно, что у нас там происходит. Вот, ну теперь, по идее, должно создаться. Да, создался expression. Теперь, когда мы двигаем это, вот это дело все очень крайне быстро двигается, еще, скажусь, не в ту сторону. Значит, на 10 это было опрометчиво. Давайте пока удалим, оставим так вот, без ничего. Вот, оно еще не в ту сторону двигается. Значит, давайте умножим на минус 0,5. Минус дает, на минус дает плюс. Все равно много. Давайте 0,2. Сейчас я гляну, но может оно наоборот разгоняет. Так, оно там хоть изменилось? А если минус 1? Намного будет быстрее. Сейчас глянем. Да, намного быстрее. Поэтому, в принципе, мы по правильному пути идем. Надо попробовать еще уменьшить. Минус 0,1. Ну, вот уже на что-то похоже. Вот. Ну, я думаю, вы понимаете, что со всеми остальными колесами будет то же самое. Вот. Так. Стоп. Мы ж не туда смотрели. Нам-то не на колеса смотреть надо, а на этот. На гусеницу. То есть... Но еще... Все понятно. Потому что здесь просто нас до вот этого значения... Я понял, почему оно не двигалось. Смотрите, останавливается, когда мы вот здесь доходим до нуля и идем в обратном направлении. То есть здесь просто лимит надо поставить. В таком случае просто наш ИК сплайн, он в обратную, в минус не хочет работать. То есть, ну, по сути, здесь можно просто поставить лимит, например, по плюс z, что здесь будет плюс z 0. Вот, и дальше оно просто не пойдет. Все, теперь оно, конечно, будет работать. Откроем наши гусеницы. И теперь точно можно все дело это подстроить. Чтобы немножко не было пробуксовок. Подускорить, по сути. Пробуем 0,2. Не уверен, что оно сейчас в нужную сторону пойдет. Да, надо меньше. Надо посерединке. И еще. То есть это уже такое, это тюнинг, по сути, этого всего. Короче, тюнинг подвески. Ну, почти. Ага, не в ту сторону. Значит, 25. Вот, ну и теперь это дело работает. Можем видеть.